Здравствуйте, друзья! В эфире «Пластмассовый енот», канал ОТПА и не только. В этом видео мы разберем вакуумные загрузчики сырья. Какие они бывают, как правильно их подобрать, как они работают, как устроены, как их установить, настроить и отремонтировать. Но прежде чем мы разберем вакуумный загрузчик, прошу вас сделать несколько важных действий. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео и сделайте подписку на наш канал. Эти простые действия позволят YouTube считать наши видео более ценными, и их увидит больше зрителей. Сегодня с нами Денис, и он расскажет все, что знает про загрузчики. Денис, зачем нужны загрузчики? Вообще любые виды загрузчиков облегчают задачу загрузки сырья на производстве. Будь то экструзионные линии какие-то, либо экструзионно-выдувные машины, либо в нашем случае загрузка в термопласт-автомат. Вторым важным фактором является снижение риска травматизма, когда человек там залазит на верх станка загружать сырье ведрами. Третьим моментом является то, что при использовании загрузчика загрузка сырья происходит непрерывно по заданному нами времени, что влияет на большую производительность продукции. Как правильно подобрать загрузчик по типу и по мощности? Для того, чтобы нам верно подобрать загрузчик, нам необходимо знать производительность килограмм в час нашего основного оборудования. Также нам необходимо знать высоту подъема, на который будет у нас загружаться сырье, и длину транспортировки материала нашего от какой-то основной емкости до основного нашего оборудования. На основании этих данных мы сможем выбрать нужную мощность мотора у этого загрузчика. Если мы говорим про типы оборудования, то, наверное, удобнее устанавливать загрузчики моноблочные при низких термопласт-автоматах или при любом оборудовании высотой до 3 метров примерно. Все, что нам нужно загружать свыше 3 метров, лучше использовать более мощные загрузчики раздельного исполнения. А однофазные, трехфазные, когда какие лучше? Однофазные и трехфазные больше зависит от того, какая мощность электрическая проведена у клиента на производстве на его. На любом производстве можно использовать как однофазные, так и трехфазные загрузчики. Ну, то есть, если мощность небольшая загрузки, то можно использовать и те, и другие. Если уже нужен мощный загрузчик, то выбор будет только из трехфазных, да? Здесь в первую очередь нужно отталкиваться от килограмм в час загрузки в термопласт-автомат. Если наш однофазный загрузчик, который может грузить 300 килограмм в час, удовлетворяет потребностям нашего основного оборудования по загрузке, тем самым мы можем выбрать однофазный. Если наше основное оборудование требует более производительной загрузки, к примеру, там 500, 700 до 1000, может быть, килограмм в час, то здесь уже предпочтительнее устанавливать трехфазные загрузчики. Загрузчиков бывает несколько видов. Однофазные, трехфазные, и они же подразделяются на моноблочного типа и раздельного исполнения. То есть, когда блок управления находится на полу, а бак загрузчика установлен на термопласт-автомат. Также бывают трехфазные загрузчики, где управление осуществляется сразу в несколько бункеров, в несколько точек растарки, сразу на несколько термопласт-автоматов. То есть мы на контроллере выставляем разное время загрузки для каждого бака, непосредственно для нужд термопласт-автомата. Также загрузчики бывают шнекового типа. У такого вида загрузчика сырье находится в основном баке и загружаются через материальный цилиндр, поднимается сырье наверх. Внутри этого материального цилиндра вращается шнек. Тем самым сырье поднимается наверх, как винт Архимеда. Однофазный загрузчик моноблочного типа с мощностью двигателя 1 киловатт позволяет загружать сырье производительностью 300 кг в час на высоту около 3 метров.
Стоимость такого загрузчика около 40 тысяч рублей с НДС. Следующий загрузчик трехфазный, раздельного исполнения, мощность двигателя 1,1 кВт, производительность 450 кг в час, позволяет загружать сырье на высоту 4-5 метров. Цена такого загрузчика около 80 тысяч рублей с НДС. Далее у нас представлен загрузчик моноблочного типа с трехфазным двигателем мощностью 750 Вт. Такой загрузчик загружает сырье где-то 350-400 кг в час на высоту 4 метра. Цена такого загрузчика около 60 тысяч рублей. Однофазный загрузчик раздельного исполнения мощностью двигателя 1 кВт загружает сырье до 300 кг в час на высоту 3-3,5 метра. Цена такого загрузчика 50 тысяч рублей с НДС. Принцип работы загрузчика достаточно прост. Здесь мы можем регулировать время загрузки материала, то есть время работы двигателя, и время простоя загрузчика. После того, как двигатель у нас запущен, создается отрицательное давление в баке загрузчика и в шланге. Тем самым сырье начинает подниматься по шлангу в загрузочный бак. Когда двигатель загрузчика включен, совместно с двигателем работает магнитный датчик. Магнитный датчик определяет положение заслонки. В случае, если у нас материал полностью заполнен бункер сушилки, заслонка не сможет либо открываться, либо закрываться. Тем самым двигатель загрузчика перестает работать и ждет, пока материал не сцепится в термопласт автомат. Сейчас мы на пульте выставили время загрузки 10 секунд. Пошла загрузка материала. И у нас сейчас установлено 10 секунд на возобновление нового цикла загрузки. Далее сверху загрузчика у нас подключается сжатый воздух для очистки фильтра. Сейчас мы продемонстрируем, как вакуум закрывает заслонку. То есть сейчас материал у нас загрузился, и под своим весом он начинает ссыпаться вниз в бункерную сушилку. Чтобы нам добраться до фильтра загрузчика, достаточно отщелкнуть защелки и приподнять сам загрузчик. Здесь находится сам фильтр, который не дает пыли от материала попасть в сам двигатель. И плюс еще находится клапан на продувке сжатым воздухом самого фильтра. Потому что при загрузке материала сюда на фильтр с обратной стороны налипает пыль. И чтобы ее сдуть, находится вот клапан воздушный. Обычно загрузчик монтируется либо на бункер-сушилку, либо на обычный бункер. Отверстия вот есть заводские на самом загрузчике. Чаще всего они совпадают с бункер-сушилками. Монтируется на 4 винта. Между загрузчиком и бункером прокладывается еще резиновое уплотнение для того, чтобы не терялся вакуум при загрузке материала. С остальными загрузчиками монтаж происходит однотипный. Единственная только разница в подключении и в виде самого загрузчика. В данной модели представлен дополнительный пылесборник. То есть после того, как загрузчик проработал там несколько недель, легко снять нижний вот этот бак и прочистить от лишней пыли. Подключаются загрузчики к термопласт-автоматам, к розеткам либо 220 вольт, либо розеткам 380 вольт. По обслуживанию загрузчиков на однофазных загрузчиках нужно периодически по мере износа менять щетки на двигателе. Это щетки, выглядят они так. И у нас представлен как раз электромотор однофазного загрузчика. Щетки установлены здесь вот по бокам. И также нужно менять фильтра, тоже в зависимости от их износа. Фильтра бывают разных типов.
в зависимости от модели загрузчика. Нюансы при эксплуатации загрузчиков бывают следующие. Если будет засорен сильно фильтр, то будет пропадать вакуум и тем самым уменьшится мощность засасывания материала. Либо еще бывает, что заслонка, которая придерживает, чтобы материал не выпадал, она бывает не до конца прислоняется. Из-за этого тоже теряется мощность засасывания материала. Она может встать как-то криво, перекоситься и будет не до конца прижиматься. Тогда нужно будет поправить или отрегулировать вот этот противовес, чтобы она прижималась как следует. Сейчас мы приготовили немного сырья, чтобы продемонстрировать, как работает загрузчик. Сейчас, если бы был подключен у нас сжатый воздух, то в этот момент происходит очистка фильтра. Это был пластмассовый енот. И сегодня мы рассказали все, что знали про вакуумные загрузчики. Если это видео было вам полезно, как обычно, ставьте лайк. Если еще не подписались на наш канал, то сделайте подписку. А также пишите в комментариях, какие вопросы возникли после нашего видео. У нас есть группа в Телеграме, где тусуются разные наладчики и прочие технари. Называется «Литьон ТПА». Ссылку вы можете увидеть в описании. Заходите в нее. Также у нас есть канал в Телеграме, где мы публикуем все новости, новые видео и, может быть, не только видео. Подписывайтесь. Если YouTube перестанет работать в России, то с вами останется Телеграм-канал. До скорой встречи. Пока.